чемпионат мира по футболу справедливо можно назвать одним из самых важных событий 2018 году. Матчи пройдут в 11 городах России, а подготовка к соревнованиям началась несколько лет назад. В преддверии столь важного мероприятия Стархит решил вспомнить футболистов, чьи имена неизменно ассоциируются с несколькими скандальными ситуациями. Некоторые из них продолжают играть на поле, а другие давно закончили спортивную карьеру. Так или иначе, каждый спортсмен из этого списка знаменит на весь мир. Андрей Аршавин справедливо считается одним из самых успешных футболистов за всю историю России. Он был капитаном сборной, играл в лучших клубах страны, а после и вовсе переехал в Великобританию по контракту с лондонским Арсеналом. До 2012 года Аршавин также числился в списке порядочных семьянинов. Однако именно тогда в его отношениях с женой Юлией начался разлад. В итоге, пара рассталась, когда молодая женщина была беременна третьим ребенком. Андрей начал новую жизнь с возлюбленной Алисой Казьминой. Однако он довольно долго не платил алименты, а также не мог найти общий язык с матерью своих детей. В биографической книге Юлия Барановская довольно подробно описала тот период собственной жизни. Мы снова и снова обсуждали мировое соглашение и будущее. Он будто приглашал меня на какой-то садистский танец. Продавливал один пункт и смотрел, пошлю я его или нет. Второй, третий. И снова смотрел. Я каждый раз шла на уступки. Мой адвокат 100 раз повторила: что ты творишь? Что ты творишь? Но меня было уже не остановить. Видимо, мне надо было пройти еще этапы унижений, чтобы окончательно стать свободной. Пережить одно то расставание сложно, он же уходил снова и снова. И каждый раз через ад, рассказывала Барановская. После болезненного расставания молодая женщина начала новую жизнь. Она стала телеведущей, успешно совмещая работу с ролью мамы. Недавно и вовсе выяснилось, что Юля обрела долгожданное женское счастье рядом с загадочным мужчиной. Андрей Аршавин же женился на возлюбленной Алисе Казьминой. У пары родилась дочь Есения. Однако в октябре 2017 года выяснилось, что футболист и его супруга собираются разводиться. Как оказалось, Аршавин был неверен жене, что и стало причиной конфликта. Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить.
Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется, рассказал Андрей Стархиту. Спустя несколько недель стало известно, что супруги преодолели кризис в отношениях и передумали расторгать брак. Алиса отметила, что любит мужа и не хочет разрушать семью. Сейчас Аршавин продолжает футбольную карьеру и играет за казахстанский Кайрат. Дмитрий Тарасов. К личной жизни Дмитрия Тарасова повышенное внимание приковано с 2012 года. Именно тогда футболист женился на Ольге Бузовой. Чтобы быть вместе с телеведущей, он расстался с первой супругой Оксаной, в браке с которой у него родилась дочь Ангелина. В течение 4 лет брак Тарасовой и Бузовой казался просто идеальным. Супруги активно делились совместными фотографиями, строили дом и даже записывали вместе песни. Сказка закончилась в 2016 году, когда звездная пара подала на развод. Как выяснилось чуть позже, у Ольги были подозрения, касающиеся неверности супруга. Дмитрий же настаивал на том, что мечтал о детях и тихой семейной жизни, но Бузова постоянно была занята. Развод обернулся скандалом и невероятной популярностью для Ольги, которая начала сольную карьеру в качестве певицы. Общаясь со Стархитом, Бузова рассказывала, что жалеет о браке. «К сожалению, мне приходится учиться на своих ошибках, порой наступая на одни и те же грабли. Уже были взлеты и падения, но сейчас единственное, о чем сожалею, что не могу сказать: здравствуйте. Мне 21 год, и я не была замужем. Адекватно принимаю все, что преподносит судьба. Да, мне сделали больно, но когда у любовной истории нет продолжения, нужно ее прижечь и идти дальше». Раньше семья и отношения были на первом месте, сейчас – работа, поделилась тогда Бузова. Сейчас звезда находится на пике популярности. Каждая ее песня становится хитом. Помимо этого, Ольга работает над именным брендом одежды, открывает рестораны и даже запускает собственную криптовалюту. Единственное, в чем девушка пока не преуспела, это личная жизнь. Она неоднократно признавалась, что ее окружают поклонники, но телеведущая боится довериться мужчинам. А вот Дмитрий Тарасов, наоборот, довольно быстро нашел утешение в объятиях модели Анастасии Костенко. – 10 января 2018 года влюбленные сыграли свадьбу, а спустя несколько месяцев появилась новость о скором прибавлении в семье. Тарасов и Костенко не устают признаваться друг другу в любви, хотя новости об их расставании появляются регулярно. Дмитрий продолжает играть за футбольный клуб «Локомотив». Конец сезона был невероятно удачным для игрока, но его все равно не взяли в сборную России.
Ты не попал. Дмитрия Тарасова отстранили от участия в ЧМ по футболу. Роман Широков, один из самых известных и титулованных российских футболистов, всегда был знаменит своим крутым нравом. Роман Широков не стеснялся открыто высказывать собственное мнение, хотя оно и могло кого-то задеть. Так, в 2008 году он обвинил тренера Курбана Бердыева в чрезмерной меркантильности. В 2009 у игрока назрел конфликт с вратарем из «Зенита» Вячеславом Малафеевым, в профессиональных качествах которого Широков сомневался. Вскоре проблемы двух игроков были улажены. Однако самыми жаркими всегда считались конфликты Широкова с болельщиками. В 2011 году на пресс-конференции после матча «Зенит» АПОЭЛ футболист позволил себе жестко высказаться о поклонниках, использовавших пиротехнику на стадионе. Разговора не получилось. Стоит болельщик с фаером, я спрашиваю: «Зачем ты жжешь?» А он отвечает: «Я ничего не жгу». «Ну, дебилы, что тут еще сказать», — заявил футболист. В дальнейшем фанаты часто оскорбляли Широкова, а он отвечал им тем же. Помимо этого, он успевал ссориться с другими игроками и тренерами. Его конфликт с Лучано Спалетти, который на тот момент тренировал «Зенит», едва не обернулся дракой. Футболист официально закончил карьеру в 2016 году. В отличие от многих других спортсменов, личная жизнь Романа никогда не вызывала вопросов у поклонников. Мужчина уже много лет счастливо женат на давней возлюбленной Екатерине. Пара воспитывает двоих детей. Федор Смолов. Сейчас Федор Смолов находится на пике спортивной формы. Он считается лучшим бомбардиром России, но многим поклонникам мужчина известен скорее как заядлый сердцеед. Пока что главной женщиной в жизни Смолова была телеведущая Виктория Лопарева. Их отношения просуществовали всего пару лет, но за это время влюбленные завоевали статус одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. После расставания с телеведущей Смолов довольно долго не комментировал личную жизнь. Однако в итоге он отметил, что отношения с Викторией были скорее ошибкой. Да, это глупо отрицать. На тот момент я ничего не выиграл и даже толком не играл. Но со мной была Виктория, которая была популярна в медийном плане. Ну это да, имело место быть. Здесь вопрос в другом. Нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли я, что мне это мешает играть в футбол? Осознавал, поделился воспоминаниями Смолов в одном из интервью. После окончания отношений с Викторией, карьера футболиста резко пошла в гору. Он стал все чаще забивать голы, а также превратился в главную надежду сборной России.
При этом Смолов не отказался от бурной личной жизни. Практически сразу после расставания с Лопаревой он закрутил роман с обворожительной моделью Мирандой Шиле. Позднее ему приписывали отношения с Софией Никитчук и Юлией Левченко. Сам мужчина предпочитает не комментировать личную жизнь. Его то и дело замечают в компании красивых моделей, но единственной любовью Смолова остается футбол. Андрей Ещенко, защитник московского «Спартака», крайне неохотно дает интервью. Именно поэтому его жизнь за пределами футбольного поля для многих была загадкой. Поклонники знали, что мужчина с 2006 года женат на давней возлюбленной Марии. В 2013 у пары родилась дочь. Однако истинный статус отношений супругов вскрылся лишь пару лет назад. Как оказалось, Андрей и его избранница оформили развод в 2014-м, но предпочли не выносить эту новость на всеобщее обозрение. Чуть позже Стархиту удалось выяснить, что расставание Марии с футболистом произошло из-за его измены. Было безумно больно. Прежде я даже представить себе не могла, что такая боль существует. И самое страшное, что я даже не представляла, когда она закончится и как с ней справиться. Иногда мы созванивались. Он говорил, что больше не общается с той женщиной. Предлагал поехать в отпуск в декабре, вместе с нашими друзьями, чтобы мы могли наладить наши отношения. Я верила. Многие говорили: забудь его. Займись ребенком. Где твоя гордость? Да, наверное, так и стоило поступить. Но я дорожила нашей семьей. Не могла представить, что моя Алиска будет расти без папы, рассказала Мария Стархиту. Супруга футболиста признавалась, что измены мужа носили систематический характер. Однако сейчас мужчина продолжает видеться с дочерью и обеспечивает бывшую жену. В 2016 году появлялись слухи о том, что Ещенко жестоко избили. В тот день футбольный клуб «Динамо», в котором играл спортсмен, вылетел из премьер-лиги, и многие связали нападение на Андрея именно с этим досадным событием. При этом представители спортивного коллектива отрицали подобные домыслы. Сейчас о личной жизни Ещенко ничего не известно. Мужчина не слишком активно ведет социальные сети и старается не афишировать романы. Александр Киржаков является почетным обладателем титула лучшего бомбардира в истории российского футбола. Мужчина на протяжении многих лет был бессменным лидером футбольного клуба «Зенит», которого просто обожали местные фанаты. А вот с личной жизнью Александра все было далеко не так гладко. Его первый брак с Марией Головой распался спустя 5 лет после официальной регистрации отношений.
От этого союза у футболиста осталась дочь Дарья. В 2013-м у мужчины родился сын Игорь от возлюбленной Екатерины Сафроновой. Когда мальчику был всего год, его родители начали судебные разбирательства по поводу права опеки. В итоге, ребенок стал проживать с Киржаковым, а его экс-избранница уже 4 года не может добиться встречи с малышом. Казалось, в 2015-м Александр наконец обрел личное счастье, ведь он женился на дочери влиятельного политика Милане Тюльпановой. «10 апреля 2017 года у влюбленных родился сын, а за несколько недель до этого у молодой женщины неожиданно умер отец. Трагедия не скрепила союз, а наоборот, негативно сказалась на отношениях Александра и Миланы. В мае 2018-го молодая женщина подтвердила, что рассталась с футболистом. «Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы», — заявила Милана. Поклонники предположили, что Киржаков был неверен супруге или же имел свои корыстные мотивы в этом браке. Однако Милана поспешила опровергнуть любые гипотезы такого толка. «Когда я захочу что-то сказать, я скажу об этом сама». Как бы там ни было, ни один человек на свете не имеет права порочить честь моего мужа, пока он мой муж. Это человек, который сделал для меня очень много добра, и я очень за многое ему благодарна, подытожила супруга футболиста во время общения с фанатами. Пока развод Александра и Миланы не оформлен окончательно, поэтому некоторые поклонники надеются, что супруги смогут разрешить имеющиеся между ними противоречия. Сам Киржаков личную жизнь не комментирует. Он часто делится фотографиями с детьми, а также профессиональными достижениями. Мужчина закончил спортивную карьеру и сейчас работает тренером, а также имеет определенные интересы в политике. Александр Кокорин стал фигурантом скандала в 2016 году, когда вместе с приятелем Павлом Мамаевым кутил на закрытой вечеринке в Монте-Карло. Тогда поклонники посчитали, что на организацию мероприятия ушло не менее 250 тысяч евро. Особенно возмутительным этот поступок казался из-за того, что незадолго до вечеринки сборной России, в которой играли оба футболиста, вылетела с чемпионата Европы, заняв последнее место в группе. Сам Кокорин попытался оправдаться за чрезмерную расточительность, но скандал уже набрал обороты. Из-за данной ситуации футболиста перевели в клуб «Зенит-2», который выступал в ФНЛ. После скандала в клубе в Монте-Карло мужчина предпочитает не афишировать свой досуг и личную жизнь.
Так, год назад ходили слухи, что Кокорин женился на давней подруге Дарье Валитовой, которая в 2017-м родила ему сына. Однако влюбленные никак не прокомментировали данную информацию. Александр планировал принять участие в чемпионате мира, но из-за тяжелой травмы, полученной на поле, ему пришлось отказаться от вызова в сборную. Павел Мамаев, лучший друг Александра Кокорина, также присутствовал в том самом клубе в Монте-Карло, где развлекались российские футболисты после поражения на чемпионате Европы 2016 года. Столкнувшись с волной негатива, Павел Мамаев был вынужден даже удалить страницу в Инстаграме. Из-за скандала с шикарной вечеринкой футболиста перевели в команду «Краснодар-2», но через несколько недель все-таки восстановили в основном составе клуба. Также спортсмена часто осуждали за шикарные подарки, которые он делал жене Алане. Так, в злополучном клубе Монте-Карло молодая женщина появилась в платье Гуччи за 230 тысяч рублей. Любит спортсмены шикарные иномарки. Так, одно время его автопарк насчитывал сразу несколько шикарных машин, в числе которых были Mercedes-Benz за 12 миллионов. Porsche Cayenne за 7 миллионов и Range Rover за 4 миллиона. О личной жизни Мамаев предпочитает не распространяться. Вместе с супругой Аланой они воспитывают двоих детей. Кстати, в прошлом году жена Павла также попала в эпицентр скандала. Хакеры взломали телефон избранницы футболиста, после чего стали шантажировать ее, грозясь слить в сеть эротические снимки молодой женщины. Однако звездной паре все-таки удалось уладить проблему. Александр Бухаров никогда не славился спокойным нравом, но поклонники футбола закрывали на это глаза из-за спортивных достижений мужчины. Главной слабостью Бухаров является покер. В 2010 году он даже сумел выиграть $20 тысяч в онлайн-состязании. Однако успехи футболиста на этом поприще не всегда были такими большими. В спортивных кулуарах поговаривали о том, что у Александра есть проблемы с лишним весом и алкоголем. Последний он подтвердил в 2013 году, когда устроил дебош в аэропорту Пулково. Тогда сообщалось, что Бухаров напился, тушил окурки о ковер в вип-зоне ожидания и даже приставал к здешним сотрудницам. В итоге, мужчине пришлось провести ночь в отделении полиции. Он сам отказывался комментировать скандальную ситуацию. Возникали у Бухарова проблемы и с возмущенными болельщиками «Зенита», которые были недовольны игрой футболиста. Александру действительно не удалось достичь больших успехов в культурной столице. В итоге, спортсмен сначала пытался продолжить карьеру в МЖ, а после ушел в Ростов. Сейчас Бухаров играет в Рубине, но и здесь его успехи не всегда оказываются внушительными.
После скандала в аэропорту Пулково футболист старается не афишировать подробностей своего отдыха и личной жизни. Артем Дзюба. Многие футбольные аналитики шутят, что у Артема Дзюбы были конфликты со всеми, с кем только можно поссориться. Спортсмен враждовал с арбитрами, называл прославленного наставника «Спартака» Унаи Эмери тренеришкой, а порой не стеснялся в выражениях и при разговоре о партнерах по команде. Особенно серьезным был конфликт Артема с тренером «Спартака» Валерием Карпиным. Футболист считал, что наставник клуба намеренно придирается к нему, раздавая нелицеприятные интервью. Причем позже оба мужчины отрицали имеющиеся между ними противоречия. Далее футболист конфликтовал с тренером «Зенита» Роберто Манчини, и даже с нынешним наставником сборной России Станиславом Черчесовым игрока сложились натянутые отношения. Все дело в том, что в 2017 году Артема Дзюбу и Александра Кокорина не вызвали в сборную. Тогда команда проиграла важный матч, и в этот же вечер в инстаграме Кокорина появилось видео, в котором футболисты якобы высмеивают тренера. Сами спортсмены отрицали подобную трактовку ролика. Этот Миссаги – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то, заявил тогда Артем в одном из интервью. По странному совпадению, футболисты еще несколько месяцев не вызывали в сборную, несмотря на его успехи в чемпионате России. При этом и Черчесов, и Дзюба подчеркивали, что между ними не было никаких конфликтов. Поклонники предполагали, что игнорирование достижений Артема связано именно с его сложным характером. Так или иначе, Дзюба все-таки примет участие в грядущем чемпионате мира. В интервью с Патерс. Он признавался, что играть в сборной в рамках грядущего мундиаля для него особенно важно. Многие современные футболисты имеют противоречивую репутацию, но это не мешает им показывать приличные результаты на поле. Остается только надеяться, что спортсменов ничего не будет отвлекать от главного чемпионата в их жизни.